Дамы и господа, всем огромное здравствуйте. Сегодня вы попали на кухню ассорти про еду. И сегодня я для вас приготовлю говядинку. Да, это часть говядинки. Как ни крути, но вкусная очень часть говядинки. И очень полезная. Вот. Во-первых, мы готовим сегодня бычий хвост. Телячий хвост, можно сказать. Вот. В зависимости от того, какая часть, какой вам возраст хвостика попадется. Но есть интересный момент. Покупая на рынке, и если вы первый раз вот посмотрели мое видео и скажете: о, я сегодня приготовлю тоже хвостик, вы придете на рынок, и вам вместо хвостика запросто могут, например, подсунуть горлышко. Индюшачье горло, оно очень похоже. Ну как очень похоже? Ну тоже вытянутое, тоже длинное. Но когда вы смотрите вот именно сюда, вот в серединку, здесь видите цельный хрящик идет. Он цельный. А в горлышке здесь именно идет отверстие. И оно небольшое, но его видно. Но там немножечко уже структура косточек отличается. Вот, поэтому будьте бдительны. Я вас предостерег, чтобы вам такое больше не попадалось. У меня такое было один раз, очень давно, правда. Вот. Дальше. Хвост. Почему полезный? Вы скажете: да ну, хвост это какая-то часть. Нет, ребятки, это реально это ресторанный уровень. Но ресторанный продукт. Почему полезный? Потому что в нем огромное количество коллагена. А вы, конечно, все знаете, все знаете, что коллаген – это наши суставы, это красивая кожа, это красивые волосы. Но готовим. Не буду сегодня растягивать. И хочу приготовить сегодня хвост. У меня он есть уже там на канале. Но там в казане, там на улице. А тут, пожалуйста, домашний вариант. И немножко совсем другой, ну даже не немножко, а такой совсем другой интерпретации. Так, что нам для него нужно? Конечно, сам хвост. У меня 2 килограмма здесь. Дальше лук, морковь, чеснок. Вот такое вот количество чеснока. Дальше черный перец, томатная паста. Это сухая аджика, лавровый лист, соль, мука, соевый соус, ворчестерский соус, масло и по возможности бульон. Бульон можно куриный, можно говяжий. Что чем можно заменить? Приправы – это приправы. Какие вам нравятся, такие вы добавляете. Можно кориандр, можно добавить огромное количество, можно универсальные приправы добавить. И мне просто вот говядине очень нравится вкус сухой аджики, поэтому я его и добавляю. Вот. У каждого свои вкусы, поэтому я вас совсем не агитирую на то, чтобы вы добавляли именно в приправах. Дальше, что мы начинаем готовить и что мы будем делать с этим вот хвостиком? Я возьму посуду, в которую переложу весь хвост. Он режется вот на такие вот суставы. Даже если вам дадут вот такой длинный, вообще проблем нету в этом никаких. По суставу вот самый кончик. Вот здесь вот тут есть вот суставчик. Вот смотрите, я вам на маленьком, просто у меня других больших нету. Ну вот, я вот нахожу, где сустав. Не попал, не попал. О, попал, видите. И вот он разрезается по суставу очень-очень-очень легко. Проблем у вас никаких с этим не будет. Вот, перекладываю в миску побольше, потому что мне нужно его перемешать с солью вначале, посолить вот так вот соли, немного. Дальше добавить чуть-чуть, немножко вот такого черного перца. Все-таки прижаренный черный перец, это тоже очень классно. Вот, немножко перемешиваем так. И посыпаем муку. Мукой мы посыпаем для того, чтобы у нас при обжарке, мы его сейчас будем жарить, при обжарке получился очень хороший эффект майяра, чтобы было очень красивая, темная такая хорошая корочка, чтобы хорошо все прижарилось.
Вот так вот, все хорошо. Вот мы обмешали вот в муке. И теперь наливаем в сковородку масло. И на высокой температуре, хорошо разогретом масле, мы обжариваем со всех сторон хвостик. А пока у нас жарится хвост, мы нарежем морковь. Как я буду нарезать? Смотрите, я каждый раз поворачиваю морковь и буду нарезать ее вот такими вот, как бы не кубиками, но вот такими вот большими фрагментами, потому что, чтобы она не разварилась, потому что хвост будет тушиться очень долго, и эти кусочки, они сохранятся. Очень много зависит от того, насколько вы темненько обжарите именно само мясо, потому что оно будет именно давать и цвет, и именно вкус конечному блюду. Ну и нарежу лук вот такую дольку наполовину, и просто не очень мелко, вот такими вот полукольцами. Мелко порублю вот такие вот три зубчика чеснока. Сейчас под самым концом обжарки добавляю вот этот вот чеснок, чтобы он очень хорошо так вот поджарился и дал запах именно ярко обжаренного чеснока. Понимаете, о чем я говорю? Когда вот этот запах сейчас смешается именно с запахами обжаренной говядины, это будет просто обалденно. И перекладываю в посуду, в которой у меня все это будет тушиться. Вот так вот я снимаю чеснок. Вот масло ароматизированное. И вот там снизу вот этот самый майяр, он такой, обжарочка снизу. Самая-самая та вещь, которая вот нам нужна. И вот этот вот сильно зажаренный чеснок я убираю. А прямо вот в это масло я сразу на нем обжариваю морковку и лучок. Хорошо зажариваем до такой яркой, хорошей карамелизации. И вот сейчас в серединку, вот так вот раздвигаю место, добавляю томатную пасту и обжариваю. Томатную пасту можно запросто заменить перетертыми томатами. Можно заменить томатным соком. Добавьте сюда примерно, ну вот в зависимости от того, сколько у вас будет именно бульона. Так как у меня здесь бульона будет немного, маленькая у меня такая гутятница, то я положу примерно где-то чайную ложку для именно загустения. Вот, и обжарю его вместе. Уже все уже у меня готово. Я режу пятачками. Вот такими вот. Хочу сделать именно вам, показать максимально такой простой вариант, чтобы меньше было бы у вас с этим делом работы. Добавляем перец. Добавляем сухую аджику. Добавляем лавровый лист. У меня такой страшненький, поколотый. Соевый соус легкий, не темный, а именно лайт. Я добавляю примерно где-то 4 столовые ложки. Заметили, я соль пока не добавляю. Потому что
с бульоном немножечко протушится, полчасика, и тогда я попробую именно и добавлю именно соли столько, сколько нужно. Потому что у меня соль есть и в бульоне. Ворчестерский соус. Примерно 1 столовую ложку. Вот, заливаю все это бульоном. У меня бульон говяжий. Можно запросто заливать водой. Закрываю это все дело крышкой. И я буду готовить не в духовке. У меня духовка сегодня нужна для другого дела. Я буду просто поставлю на плиту. И сколько время готовить, в зависимости от того, какие вам попались хвосты. Никто вам не скажет именно, сколько хвосты ваши будут готовиться. Но знайте, 100%, 3 часа это минимум. Через 3 часика вы откроете, просто вилочкой посмотрите, чтобы мяско именно разваливалось. Мы будем добиваться именно мягкости, сочности, чтобы коллаген весь вышел, разварился и от косточек просто все это отслаивалось. Но не полностью разваливалось, чтобы вы могли бы достать не отдельно кости и отдельно мясо, а отдельно кусочки именно хвостика. Хвостик уже почти готов. Я уже попробовал, добавил в середине приготовления немножечко соли, потому что бульон у меня все равно был соленый, но немножко не хватило. Вот, по времени у меня почти они уже сейчас готовы, я уже буду их сервировать. Примерно около 3,5 часов у меня заняло приготовление этих хвостов. Притом у меня было 2 разных. Один был немножко помоложе, второй был немножечко постарше. Вот. Идеально, конечно, такое мясо, такое много коллагена есть, конечно, с овощами. По мне идеально зайдет салат из редиски. И сейчас мы его приготовим. Возьмем зелень, возьмем 1 головку лука-шалот, и нарежем вот такими полукольцами. Добавим в наш салат. Возьмем редиску и разрежем вот на такие вот крупные половинки. Также добавим в салат чайная ложка дижонской горчицы, немножко лимонного сока, оливковое масло. Все это перемешиваем. Салат с солью. Немножко поливаем нашей заправкой. Так, ребятки, займемся сервировкой. Для гарнира я отварил кукурузу. Стою. Уже готов. Я уже готов. Я уже дождался. Итак, хвостик готов. На вкус, если вы ни разу не пробовали хвостики говяжьи, то это реально деликатес. Я их очень много готовил в разных вариациях, но вот, например, вот в этой вариации мне он очень нравится тем, что кремовый получается соус. В самом конце немножечко надо приподнять температурку, и он уварится. И будет просто the best. И еще чуть-чуть не забыл, пока еще вот не попробовал, сверху наваривается жир. Вы его немножечко сверху снимите, отдельно миску, и тогда уже утушиваете до вот нужной консистенции именно сам соус. Тогда будет просто отлично. Но смотрите, ради чего мы все это дело вот затевали. Смотрите. Вы видите? А? Какая красота, какая мягкость. Смотрите. Коллагенчик, он сочный, он такой... Да? Да? Ребята, правда?
мне кажется, вот самое то. Ну что, надо обязательно попробовать. Вот с кукурузкой это супер. Именно кукурузка под вот язычок, не язычок, а хвостик я, язычок, что-то язычок. Вот, и вот так вот наверх. А я сейчас я сложу. Не потеряю, ребята, ваше здоровье. Обязательно приготовьте такое блюдо. Обязательно. Даже сделайте вот именно тоже с сухой аджикой. Хотя говядинка здесь как бы вкус преобладает ее. Все равно это ведь говядина. И как ни крути, пускай она очень много коллагенная, она мягкая, она сочная. Она остается такая вкусная. Это просто обалдеть. Это, блин, ну это вот тот самый... Вот другой кусочек возьму, смотрите, вот он, вот еще, смотрите, как он разваливается, видите, смотрите, большой кусок, видите, вот тушивается внутри. И я вас обязательно очень хочу предостеречь, не используйте огромное количество приправ именно в таких благородных вкусах, вот, например, как тушеная говядина. Потому что ее проще перебить и испортить яркими, какими-нибудь кардамонными, кориандровыми вкусами. И не насытиться вот этой вот именно сладостью и вкусом от самого вот этого вот мяса. Отлично просто кукуруза, сладость дает, сочность салата, редиски, кислинка от лимона. Вот я что говорил про саму, вот видите, эту морковочку. Вот она такая вот и остается вот кусочками. Лук весь пришел в соус, а кусочки красивые самой морковочки остаются. Она вместе протушилась, обменялась всеми запахами, всеми вкусами, все это переженилось. Реально вкусно, реально не очень сложно, просто время затратно. Но даже если вы для семьи сделаете на праздничный стол, это будет просто, вот, ну, это будет шедевр. Вот, и вы насладитесь реальным вкусом, вот такой сочностью именно вкусного этого мяска. Еще вот слюнки просто вот они капают, вот, и говорю, вот боюсь сейчас вот как капнет что-нибудь прямо вот на камеру, и ляп. Извините. Удержаться просто невозможно, хотя уже и время очень позднее, потому что рецепт за рецептом, и, ну да ладно, что я тут буду. Огромное спасибо, что вы посмотрели видео. Всего вам самого лучшего, всегда вам вкусных блюд, аппетита, хороших друзей, много всего, чего вы сами себе желаете, вот, чтобы у вас всегда все исполнялось. Ну что, до новых встреч. Ребят, они уже очень скоро. Я вас порадую еще вкусными, аппетитными, здоровыми блюдами. Боже, как это вкусно! Как это не есть, а?